Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Xstate. Сегодня мы рассмотрим с вами 100 интересных фактов о птицах. Поставьте большой палец вверх этому видео до начала просмотра и подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Спасибо. Возьмите себе что-то вкусное и поехали! На сегодняшний день людям известно 10 694 вида птиц, которые живут на Земле. Интересные факты про птиц подтверждают, что наибольшее количество желтков в одном птичьем яйце составляет 9 штук. Для того, чтобы сварить страусиное яйцо вкрутую, его придется кипятить 1,5–2 часа. Единственная в мире птица, которая вообще не имеет крыльев, это киви. Температура тела птиц на 7–8 градусов выше, нежели у человека. Аисты в процессе перелета способны засыпать, не опускаясь при этом на землю. Птицы не могут потеть. Яйцо птицы колибри самое маленькое в мире. Перья птицы весят больше, чем ее кости. Кроме дельфинов и людей, интересные имена есть и у попугаев. Родители попугая дают имена птенцам при помощи чириканья. Гнездовым паразитизмом обладают кукушки, подбрасывающие яйца в чужие гнезда. Самые большие птичьи яйца в мире несли мадагаскарские птицы и пиорнисы, но, к сожалению, они вымерли. Сердце птицы бьется 1000 раз в минуту во время полета и 400 раз в минуту во время отдыха. Самая большая по размерам птица – это страус, рост которого достигает более 2 метров. Страусы, киви, казуары, додо и пингвины не могут летать. Во всем мире существует 6 видов ядовитых птиц. Вороны и ворон не являются самцом и самкой одного вида птиц. Это разные виды птиц. Пишите в комментариях, если вы знали об этом. Самые распространенные птицы на Земле – это куры. Самые тяжелые по весу птицы – это дудаки. Если вы до сих пор не поставили большой палец вверх, самое время это сделать, так как к концу года я хочу собрать аудиторию в 200 тысяч зрителей. Ваш лайк поможет найти и увидеть это видео новым зрителям. Принято считать, что птицы произошли от динозавров. Странствующий альбатрос имеет самый большой размах крыла, который составляет 3 метра. Птицы обладают притупленным чувством вкуса. Форма клюва птицы соответствует типу еды, которой они питаются в дикой природе. Императорский пингвин может голодать на протяжении 9 недель. Самой умной птицей считается воробей, потому что на 100 граммов массы воробья приходится 4,5 граммов мозга. В процессе полета белоголовый орлан может задрать вверх ноги и продолжать при этом лететь. Чайки без проблем могут пить соленую воду, потому что их гланды фильтруют соль. Дятлы без проблем способны долбить дерево по несколько часов, потому что их строение черепа позволяет это делать. Колибри за один день может съесть в 2 раза больше, чем ее собственный вес. Совы не могут двигать глазами по сторонам, они поворачивают голову целиком. Черный стриж без остановки может лететь до 4 лет. На воле птицы могут жить до 45 лет. Самой быстрой птицей является сапсан. Теперь вы понимаете, почему поезда называют так же. Яйца страусов больше времени высиживают самцы. Розовый цвет тела фламинго появляется не с рождения, а возникает в процессе поглощения в пищу рачков. Колибри – это единственная птица, летающая назад. Папуанский пингвин плавает быстрее всех птиц, еще он хорошо ныряет. Случается и такое, что совы поселяются в гнезда змей. Куры могут притворяться мертвыми для сохранения собственной жизни. Канарейки хорошо чувствуют пары метана. Птичье мясо считается диетическим. В Австралии фламинго смог дожить до 83 лет, а затем эту птицу усыпили. Какаду ходят очень медленно, а летают очень быстро. Пингвины летать не могут, но подпрыгивают при этом до 2 метров.
Синица за день может кормить своих птенцов около 1000 раз. Пение птиц не говорит о том, что они испытывают счастье, это просто метка их территории. Малиновка имеет примерно 3000 перьев. Вес страуса может достигать 130 килограммов. У страуса глаза больше, нежели его мозг. Если бы пришлось птиц отправить в космос, то они бы не выжили, потому что для них важна гравитация. А еще у меня есть телеграм-канал, там я выкладываю еще больше интересных фактов, которые не вошли в видео. Ссылку на него вы можете найти в описании. Американский вальшнеп летает так медленно, что его можно догнать и схватить. В шее совы имеется 14 позвонков. Африканская дрофа является самой тяжелой птицей в мире, она весит примерно 19 килограммов. Чаще всех машет крыльями колибри. Колибри питаются с интервалом 10 минут. Жить в одиночестве страусы просто не способны. Те же страусы являются долгожителями, они доживают до 50 лет. Множество детей аистов уходят из дому и перебираются в другие гнезда, потому что их не устраивают охотничьи навыки родителей. Фламинго спит стоя на одной ноге. На моем канале выходило даже короткое видео на тему, почему фламинго стоят постоянно на одной ноге. Там буквально за минуту все рассказал от и до. Если вам всегда было интересно узнать ответ на этот вопрос, найдите это видео на канале и посмотрите. Африканский попугай Жако может не только разговаривать, но и спрягать глаголы. Степные орлы питаются сусликами. Хищные птицы берут свою добычу с лёта. Охотясь ночью, слуховая часть мозга хищных птиц сипух вводит в деятельность 95 тысяч нейронов. Боевой орел вошел в топ-10 самых страшных хищных птиц мира. А если вы хотите отдельно такое видео, обязательно напишите в комментариях об этом. У ястреба зрение в 8 раз лучше, чем у человека. Ястребы зачастую ведут охоту из засады. Хищная птица орлан имеет массивный клюв. Из всех видов сов самой огромной является рыбная сова. На территории Филиппин очень ценятся орлы, потому что за их убийство дают 12 лет лишения свободы. Самым сильным орлом считается южноамериканская гарпия. Хоть и говорят, что хищные птицы не нападают на людей, были случаи, когда на детей нападали орлы. Интересные факты о хищных птицах подтверждают, что у этих птиц на лапах есть всего по 3 пальца. А если вы смотрели работу, которая называется «100 фактов, о которых не догадывается большинство людей», то знаете о том, что у кошек и собак, к примеру, на передних лапах по 5 пальцев, а на задних лапах по 4. Чтобы узнать еще больше интересных фактов, обязательно посмотрите и другие работы на моем канале. Хищные птицы активны только днем. Множество видов хищных птиц мигрируют. Хищные птицы в процессе полета пытаются избегать водные пространства. Птенцы хищных птиц медленнее развиваются и оперяются. Нападают на добычу хищные птицы только лапами и когтями. Лапы хищных птиц немного слабее, чем у других птиц. Самой свирепой и могучей хищной птицей считается виргинский филин. Также на моем канале вы можете найти более раннюю работу, посвященную интересным фактам о голубях, и узнать много нового конкретно об этих птицах. Продолжаем. Самая большая изо всех хищных птиц – это андский кондор. Грифы используют свой клюв для разделения добычи. К хищным птицам относят примерно 270 видов птиц. Орлы могут жить в неволе до 50 лет, а ястребы до 25 лет. Самец ястреба-перепелятника, неся домой добычу, предупреждает об этом самку страшным криком еще издали. Хищные птицы являются моногамными. Сокол является солнечным символом победы. Тот же сокол, интересные факты о котором завораживают каждого ценителя природы, во время охоты достигает скорости 320 км в час.
Между самками и самцами сокола различий нет. Птицы являются социальными животными, которые общаются между собой при помощи визуальных и звуковых сигналов и выполняют в ряде случаев общественные действия: коммунальное гнездование, совместная охота или защита от хищников. Птицы населяют все экосистемы земного шара, включая Антарктиду. Самой быстрой птицей является сокол. От удара сокола противник может погибнуть мгновенно. Наука, занимающаяся изучением птиц, называется орнитологией. Единственной птицей с ноздрями на конце клюва является киви. Такое расположение помогает им вынюхать пищу на земле. Они часто фыркают, чтобы очистить ноздри от накопившейся пыли и земли. Горловые мешки пеликанов вмещают до 5 литров воды. В связи с тем, что полет требует больших затрат мышечной энергии, уровень обмена веществ у птиц чрезвычайно высок и потребность в пище велика. Ее дневная норма составляет от 12 до 28% от общей массы тела. Птицей с наибольшим количеством перьев является тундровый лебедь, он же малый лебедь. Их количество достигает 25 тысяч у него. Так как перья требуют тщательного ухода, птицы ежедневно тратят около 9% времени на их чистку. Ухаживают за ними птицы с помощью клюва. Лишь одна птица не может этого делать. Колибри мечеклюв обладает настолько длинным клювом, что ей приходится чистить свои перья не клювом, а лапкой. В отличие от других животных, голосовой аппарат птиц имеет не одну гортань, а две – верхнюю и нижнюю. За образование звуков отвечает как раз-таки нижняя гортань. Новокаледонский ворон – одна из немногих видов птиц, способных не только использовать, но и изготавливать орудия труда, с помощью которых птица достает из-под коры личинок насекомых. Некоторые птицы обладают особыми методиками привлечения добычи. Например, зеленые кваквы бросают в водоем лист, веточку или перо и следуют за ними по течению, ожидая, пока приманкой не заинтересуется рыба. Известны памятники воробью, созданные человеком в знак благодарности за помощь со стороны этой птицы в борьбе против насекомых-вредителей. Первый такой памятник был воздвигнут в середине 19 века в Бостоне. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые, и поддерживать это видео большим пальцем вверх. На моем канале очень много невероятных работ. Обязательно посмотрите те, которые будут вам интересны. Не забывайте включать уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их в числе первых. Если вы не согласны с каким-либо фактом, присылайте в комментариях тайм-код на него и развернуто высказывайте свои мысли. Подискутируем. А мне было приятно делать это видео для вас. До новых встреч. Пока.